Добрый день. Сегодня я выполняю обещание и выкладываю материал по инвертору с защитой от перегрузки и короткого замыкания. Еще раз хочу принести извинения за ошибочные данные в предыдущем видео. Конкретнее, максимальные мощности в этом инверторе равны 1050 и 2090 Вт соответственно. В конце этого видео я опубликую уточненную таблицу параметров этого инвертора. Вот схема простого инвертора, дополненная защитой от короткого замыкания и перегрузки инвертора по постоянному току выходных транзисторов. На схеме не изображен конденсатор C4, названный мною в предыдущей схеме необязательным. Но я пересмотрел данное утверждение и сегодня утверждаю его как обязательный элемент данной схемы. Плавный выход инвертора на полную мощность выполняет еще одну защитную функцию данного инвертора. При подключении на данный преобразователь нагрузки в виде ламп накаливания, в холодном состоянии имеющих низкое сопротивление, они могут перегрузить преобразователь по току и привести к выходу из строя выходных транзисторов. Плавное же нарастание тока позволит плавно разогреть нити накала ламп и избежать перегрузки и защитить сами лампы от выхода из строя. Разумеется, это справедливо только для случая, когда мы включаем инвертор с подключенной нагрузкой. А вот для случая перегрузки работающего инвертора и служит схема защиты данного инвертора. Элементы, входящие в схему защиты, отмечены желтым цветом. Красным цветом отмечены резисторы, которые формируют параметры отключения инвертора в случае превышения потребляемой мощности. Случай короткого замыкания в данном случае является частным случаем превышения мощности потребления нагрузкой и поэтому не требует дополнительных схемных решений. Если R5 установить номиналом 11,1 кОм, то значение номинала резистора R11 будет указывать на ток ограничения постоянного тока выходного транзистора. В нашем случае максимальный ток с тока транзистора равен 49 А. Установив резистор R11 равный 49 Омам, мы ограничим ток на уровне 49 А. Я проверял вплоть до 5 А, и схема защиты не подвела ни в одном случае. Защита состоит из компаратора и РС-триггера. Питание и того, и другого обеспечит 5 вольт с 14 ножки TL494. Работа защиты при включении инвертора начинается со сброса РС-триггера путем подачи положительного импульса на вход R РС-триггера, формируемого зарядом конденсатора C3. В таком состоянии триггер находится до появления положительного потенциала на входе S-РС-триггера. Положительный потенциал на S-входе триггера появляется только в случае превышения потенциала на входе Y компаратора LM339 потенциалом на резисторе R10. Триггер подает положительный потенциал на вход DTC TL494. Прекращая формирование импульсов управления выходными транзисторами. Можно было бы поставить кнопку сброса на РС-триггер, но я думаю, что лучше снять питание с инвертора. Возможно, это заставит хозяина найти причину перегрузки инвертора. Хотя, как говорят, хозяин барин. Еще одна деталь – это R10, равный 0,2 миллиомам. Вот сайт с онлайн-калькулятором, на котором вы можете рассчитать длину проводника из любого материала, необходимого нам номинала резистора. Вводим материал, например, медь. Вводим диаметр провода, к примеру, 2 мм. И номинал резистора 0,2 миллиома. В конце нажимаем «Рассчитать L» и видим, какой длины в миллиметрах нам необходимо взять кусок провода. Еще одно замечание.
7-й вывод компаратора должен подключаться к самому выводу нашего резистора R10. И отрицательный полюс батареи тоже должен подключаться непосредственно к этому резистору. Иначе падение напряжения на других силовых проводниках схемы будут вносить погрешность в измерительные цепи, и нужно будет наносить коррекцию параметров схемы. Почему измерительный резистор такого малого номинала? Во-первых, даже при таком малом номинале на нем падает более 2 Вт полезной мощности, и он будет нагреваться. А во-вторых, если взять его на порядок больше, 2 миллиома, то на нем уже упадет более 20 Вт. И кроме падения КПД инвертора еще потребуется охлаждение этого резистора. А при 2 транзисторах в плече все умножьте на 2. Кстати, R11 при 2 транзисторах в плече тоже умножаем на 2, а не на 4, так как в каждый момент времени на резисторе R10 падает напряжение, равное падению напряжения, вызываемое током 2 параллельно включенных выходных транзисторов. И вот обещанная таблица. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки и дизлайки. Всего вам доброго. До свидания.